Хува пайва, мои дорогие финские друзья! Этот короткий ролик для вас. Я надеюсь, что вам есть кто переведет этот ролик на ваш финский или шведский или какой угодно язык. Потому что я по-фински говорить с вами не буду, я только скажу хува пайва! Поздравляю вас с приобретением. Toimittajamme Antti Kuronen tapasi erään aktivistin. Да, дорогая, сейчас начну. Это эфир финского телеканала. И вчера я уже сообщил про новое приобретение Финляндии. Это Елену Васильеву. Елену Васильеву, чья звезда бесславно закатилась в Украине и которая оказалась сейчас в Финляндии. В Финляндии по новой она нашла свободные уши, на этих ушах свисает, я смотрю, с этих ушей вернее, хорошая такая развесистая лапша. Я не знаю, как с лапшой, продается она в Финляндии или нет, но я как понимаю, местные журналисты ее очень любят. Итак, рассмотрим эфир, короткий эфир этого телеканала. Pietarin bussista astuu helpottunut nainen. И вот уже на нее смотрят, как на чудо настоящее, потому что она практически в одиночку боролась с российской агрессией. Вот уже лохи, извините, я не знаю, как это вы переведете, ну, простаки, скажем, простаки тащат ее многочисленные шмотки. Ну, а теперь, у меня вчера в обсуждении этой истории появился человек, который поспорил на 100 евро. Идите, он еще там. Я вам точно говорю, это на Facebook. Он поспорил на 100 евро, что ей не дадут статуса, потому что, говорит, не считайте их идиотами. Я не считаю их идиотами, ни в коем случае, нет. Я люблю братьев финнов, но просто, что когда я вот слушаю то, что они выпустили в эфир, у меня возникает, ну, как бы, сомнение такое, что ли. В Россию я вернуться сейчас не могу, потому что начиная с 2014 года, когда я запустила этот проект, на меня были заведены уголовные дела, и меня могут арестовать. То есть... Запомнили, с 2014 года на Елену Васильеву в России заведены уголовные дела. Арестовать, то есть я сейчас вынуждена была вернуться ненадолго в Россию. Стойте, стойте, мои горячие финские парни, выпустили это в эфир. Но неужели вы не подумали, подождите, на нее возбуждены с 2014 года уголовные дела, но она вынуждена была ненадолго вернуться в Россию. На меня в Украине возбуждены уголовные дела. Я не могу ненадолго, знаете, понарошку вернуться в Украину. Это невозможно. Так не бывает. Или дел нет, или одно из двух. В Россию, но я уже обнаружила слежку. Мои любимые финские журналисты. Дело в том, что когда возбуждены уголовные дела, не надо за человеком больше следить. Его арестовывают. И, скорее всего, арестовывают прямо в аэропорту. Под белые рученьки берут и припровождают в места не столь отдаленные. Не надо за ним следить. Это бессмыслица. За ним не следят, его арестовывают. Ребята, вы же журналисты. Слежку. И с огромным трудом приехала в Финляндию. Я очень рада, что меня не успели задержать. Меня не успели арестовать, потому что для того, чтобы арестовать человека, на которого заведены уголовные дела, надо успеть. А она проскочила просто как мышка мимо окошки. Но тут есть один нюанс. Знаете, с большим трудом попала в Финляндию, предполагает переход границы через лес. Есть такие там лесные чащи, но, во-первых, Елена раскормилась уже так, что она по лесу не прошла бы в чаще. А во-вторых, вот так вот, господа, с большим трудом через границу не переходят. Потому что вот эти вот все шмотки, она не додумалась даже налегке оттуда свалить. Хотя, с другой стороны, зачем Лене что-то придумывать более или менее удобоваримо, если перед ней стоят откровенные лопухи. А она лопуха видит, которые, раскрыв рот, слушают о том, как она с большим трудом, с огромными баулами выехала из страны, в которой на нее открыты уголовные дела с 2014 года. Paljastuisi. Понятно. Елена везде показывают свою фотографию с Немцовым. И, в общем-то, она и Немцов, это, знаете, это они постоянно вместе были. Постоянно вместе. Он с ней совещался постоянно. Более того, он же ей вроде как свой секретный доклад отправлял. Там вообще, там такое просто. Ну, они же слушают, они же верят. И видя, что перед ней абсолютно уже, у них уши уже обвисли от этой всей лапши, она начинает им показывать свои чудеса разоблачений. Этот живой, но
этот Гай очень сильно любит фотографировать убитых украинцев. О, инбуссиста, не может такого быть, расскажи нам еще что-то. И Елена Васильева, мы слушаем тебя, мы покажем тебя по своему каналу. Я думаю, что очень скоро в финской вариации уже прозвучит вот это вот, знаете, ставшая классикой. В первую очередь сейчас используется Мегафон, Билайн, то есть это ведущие российские операторы, да, вот, через которых идет трансляция вот таких вот зомбирующих лучей. В принципе, я и не утверждал, что идиоты. Нет, я просто, знаете, немножко засомневался после этого эфира. Някимин!